Самая горячая тема последних дней – резкие изменения в порядке постановки граждан под ружье. Новый закон называют законом об электронных повестках, но на деле это полная отмена повесток и возложение на граждан обязанность знать о том, что государство собралось забрать их в армию. Сегодня мы поговорим о дальнейшей механике этой процедуры, которая помешает вам и вашим близким адекватно оценивать свои риски. О механике, которая лишит вас времени. Главная опасность нынешнего закона – ловушка, в которую попадут многие – это тактика мошенников. Государство ведет себя сейчас точно так же, как телефонные разводилы, которые уверяют несчастных пенсионеров в том, что их сын или дочь сбили человека на переходе и без миллиона рублей сию секунду отправятся в тюрьму на всю жизнь. Над доверчивыми пенсионерами многие иронизируют, но ровно до тех пор, пока сами не попадут на подобный развод. Ровно до тех пор, пока высокопоставленный сотрудник банка сам доверчиво не сообщит мошеннику код из СМС в целях безопасности. Потому что жертвы разные, но подход всегда один. Создать искусственный цейтнот, лишить жертву времени на размышления. Человек, вынужденный решать прямо здесь и сейчас, способен на такие дикие поступки, в которые с трудом мог бы сам поверить. Именно такую тактику берет на вооружение государство, и она крайне опасна. Внезапная осенняя мобилизация потонула в стандартном бюрократическом бардаке. Пока военкоматы прочухают, что вообще от них хотят. Пока сдуют пыль со своих учетных книг. Пока напечатают повестки и разбудят ментов. Пока все ведомства все согласуют. Пока отпишут все бумажки. Пока кто-то окажется у вашей двери с повесткой. И уж тем более, пока через сложный документооборот постановление о запрете на выезд лично для вас дойдет от военных до погранслужбы ФСБ. Пройдет немало так времени. Один наш друг, будучи просто титульным клиентом мобилизации, молодой, служивший, с хорошей военной специальностью, живущий по адресу регистрации, смог покинуть Россию спустя почти месяц после 21 сентября. Все мы слышали разговоры о невероятной диджитализации, о потрясающей эффективности цифрового государства в России. Но реальность в том, что внутри российской государственной машины из рук вон плохо налажен обмен информацией. Базы часто не согласованы, ни одно ведомство не хочет выполнять чужие задачи и брать на себя дополнительную ответственность. И когда вдруг прибегают вояки и всем объявляют номенклатурный субботник, запрещать, искать, бегать, вылавливать, это мало кому нравится, и мало кто берется за дело с энтузиазмом. В первую волну мобилизации у вас был самый важный ресурс для принятия верных решений – время. Время сообразить, что делать со своей жизнью и как с ней не расстаться. Время посмотреть ролики о мобилизации, почитать юристов, оценить риски, привести голову в порядок. Вы могли в достаточно спокойном режиме принять одно из самых важных решений в своей жизни. Именно в этом ключевая подлость и опасность нового закона. Он лишает вас времени. В тот момент, когда начнется новая волна мобилизации, а начаться она может безо всякого предуведомления, вы окажетесь в полной безвестности и в гнетущем цейтноте. Попал ли я в эти произвольно составленные списки? Есть ли у меня уже запрет на выезд или нет? Могу ли я улететь завтра или надо сию же секунду? Бежать ли обнулять счета? Продавать ли квартиру? Что я успею? Когда за мной придут? Ведь теперь ваши взаимоотношения с военкоматом проходят где-то в черном ящике, без вашего участия и даже без вашего ведома. Именно в таких ситуациях, в условиях жесткого дефицита времени на обдумывание, и об этом знают все мошенники, люди готовы принимать самые плохие решения. Такие решения они бы никогда в жизни не приняли, будь у них возможность успокоиться и поразмыслить. Когда пенсионерки звонят и говорят, если денег не будет через час, то мы посадим вашего сына на 20 лет, то она бежит снимать последние сбережения. Ей в этот момент даже в голову не приходит позвонить сыну и узнать, сбивал ли он кого-то на машине и есть ли у него вообще права. Все потому, что мошенники провоцируют панику и жестко ограничивают время. Из-за всего этого цейтнота при новой волне мобилизации вы или ваши близкие могут решить, что нужно сбегать в военкомат и как-то разрулить ситуацию. Ведь надо что-то делать, а времени мало и очевидных выходов как-то не видно. Очень плохая идея в данном случае считать себя самым умным. Мол, в экстренной ситуации я смогу собраться и грамотно отреагировать. Мол, мне уж точно не придет в голову, что визит в военкомат с перспективой оказаться в окопе – это менее реальная угроза,
чем неприятности на гражданке, прописанные в законе, и что я-то уж точно не пойду, и мои близкие. Однако для неподготовленного человека война – это что-то далекое и непонятное. Это рассказы из Ютуба, это посты в соцсетях, это практически телешоу. Невозможно на полном серьезе представить себя там, где тебя за взятку продадут вагнеровцам, а потом угрохают в очередном мясном штурме. Невозможно представить себя лежащим среди той груды тел, которыми, как тряпичными куклами, усеяны поля под Бахмутом и Угледаром. Эта перспектива настолько нереальная, настолько абсурдна для любого цивилизованного человека, что невозможно пустить ее в свою реальность. Зато очень легко представить, как у тебя отбирают водительские права, например. Поражают в правах гражданских, как ты не можешь нормально работать и распоряжаться своим имуществом. Ведь это, в отличие от фронта, угроза настоящая, из реального мира, из гражданской жизни, понятной. Так вот, в ситуации, когда времени на решение практически не будет, когда напротив твоей фамилии по непонятной логике появится галочка «мобилизован» и повестка считается врученной, опасность этих двух последствий очень легко перепутать. Мошенники очень любят самых умных. Мошенники любят тех, с кем точно ничего не может случиться. Такие люди их лучшие клиенты. Таких-то они тепленькими и берут. Когда государство ведет себя как мошенник, когда оно нарочно забирает у вас время на принятие решения, оно действует по тому же принципу. Всю тяжесть своей ошибки вы рискуете осознать уже в окопе, из которого не будет выхода. К чему я рисую вам эту картину? Сейчас объясню. Поспешное принятие антиконституционного закона – это сигнал. Это значит, что государство, а точнее Министерство обороны, протолкнувшее этот закон, прекрасно понимает все то, о чем мы тут с вами постоянно говорим. Оно видит, что все планы по набору людей, хоть срочников, хоть добровольцев за деньги, проваливаются один за другим. Государство прекрасно понимает, что оно уже вычистило всех, кто сам хотел, потом вычистило всех, кто был не против. В финале добрало тех, кто взял повестку и пошел уточнять данные, и вообще сам пришел в военкомат. Простых решений у государства не осталось. Остальных придется тащить силой и обманом, никак иначе. Это первое соображение. Второе соображение заключается в том, что Путин непременно и очень скоро попадет в безвыходную ситуацию. Широко анонсированное зимнее наступление российской армии не просто не дало никаких результатов, но обескровило войска. Каждые 2 недели Медиазона обновляет рекорд по публичным некрологам. Сейчас темп потерь по публичным источникам более 800 человек в неделю. По собственным оценкам, Медиазона фиксирует примерно половину от похороненных. А список похороненных не учитывает тех, кто остался лежать прямо на поле боя, кого не успевают вывозить и кто числится пропавшим без вести. То есть темп смертей никак не ниже 2000 человек в неделю. Умножаем на 4 и получаем примерно 8000 потерь убитыми и ранеными каждую неделю. Более 1000 человек в день убитыми и ранеными. Таких потерь, как с конца зимы, российская армия не несла никогда, за исключением самоубийственного похода на Киев в первой неделе войны. Гигантские потери, плюс усталость от длительного наступления, плюс исчерпание тюрем как источников живой силы, все в итоге приводит к очевидному следствию. Весь эффект от первой волны мобилизации полностью нивелируется к моменту контрнаступления ВСУ, которое будет вестись свежими подготовленными частями, вооруженными западной бронетехникой. Владимир Путин неизбежно окажется в ситуации, когда придется временно отложить электоральные соображения, временно забыть, что до выборов остались считанные месяцы, и дать отмашку на новый массовый забор людей. Чуть раньше или чуть позже, но он признает тщетность идеи воевать наемниками. Ведь наемников просто нет в стране в достаточном количестве. Даже за 340 тысяч рублей, а именно о такой сумме сейчас идет речь. Даже с самой массовой рекламой и даже с административным давлением на работодателей все равно нет. Почти наверняка ничего не будет объявлено публично. Почти наверняка мы узнаем обо всем только когда потоком пойдет информация с мест. Как людей тащат в военкоматы, как им закрывают выезд, как их ограничивают в правах. Почти наверняка мы узнаем обо всем уже постфактум. Почти наверняка история с цифровым реестром сведется к тому, что по базе данных будут назначать мобилизованными совершенно случайных людей, формально подходящих по полу и возрасту. А это почти все взрослые мужчины в России.
Потому что нет больших проблем свести в один массив базы разных ведомств, но воинский учет, на который благополучно забивали последние лет 30, так не исправишь. А система, которая выставит показатели по количеству, именно количество и будет выдавать. И поэтому ваши прошлые отношения с армией, как не волновали аналоговую мобилизацию, точно так же не будут волновать и цифровую. Раньше был физический военком, который должен как угодно найти 200 человек на своем участке. Хотя он понятия не имеет, кто на каком участке живет. Сейчас будет огромный всероссийский цифровой военком, которому надо проставить в базу 300 тысяч галочек или миллион. Он сделает это за секунду. Ведь никто ни за что теперь не отвечает. Ведь если инвалид с 5 детьми будет жаловаться, то эту проблему решат уже офицеры на местах через подвал или украинские пулеметы. Когда мы выясним подробности и сможем вам рассказать что-то внятное, вы уже будете внутри той самой временной ловушки. Вас уже возьмет в оборот государство-мошенник. А значит, единственный для вас выход – пользоваться тем временем, что есть прямо сейчас. Я не могу в данном случае рекомендовать вам нечто конкретное. В отличие от ситуации, что была прошлой осенью, больше не будет универсальных ответов. Даже немедленный отъезд теперь не панацея, ведь, помимо прочего, вы можете лишиться доступа к операциям с собственным движимым и недвижимым имуществом. Пока не наработана практика, невозможно давать ответственных советов. Единственный вывод, который нужно сделать из сегодняшнего повествования – план, как не оказаться в военкомате, у вас должен быть заранее. Вы не можете позволить себе оказаться в ситуации паники, неопределенности и цейтнота одновременно. Когда государство к вам уже пришло, уже поразило вас в правах, а вы без малейшего понятия, что с этим делать. Вы должны быть готовы к тому, что плохое произойдет. Произойдет неожиданно, непредсказуемо и с вами. Что та самая практика будет нарабатываться на вашем примере. Задача государства сейчас – застать вас врасплох и загнать вас в такое состояние, когда вы уже готовы на все. Куда угодно прийти, что угодно подписать, лишь бы от вас отстали. Мозг может вам подсунуть именно такой выход. И именно этого от вас ждут те, кто хочет вас убить. Именно поэтому в свежепринятом законе прописано автоматическое поражение в правах. Ровно для того, чтобы вы понимали, меня уже не выпустят за границу. У меня заберут машину прямо на дороге. Я не смогу нормально жить. Возвращение к норме для меня только через дверь военкомата. Вы можете туда пойти, но нам ведь с вами этого не надо совсем. Ваша задача и единственное, что можно реально посоветовать, впадайте в панику. Но не в ту панику, когда нет времени, а решать нужно. Просто помните, что любые последствия по эту сторону двери военкомата даже близко не сравнимы с тем, что вас ждет за ней. Здесь у вас есть выбор, есть хоть какой-то маневр. Здесь ваша жизнь может стать хуже, но там она закончится вовсе. Здесь у вас отберут права и возможности. Там вас посадят на подвал, запытают до смерти самыми творческими методами, и никто об этом не узнает. Здесь жизнь, пусть и с неудобствами и издержками, но жизнь. Там смерть, мучительная, грязная и бесславная. И вам туда не нужно. Так что подготовьтесь, пожалуйста, чтобы туда не попасть. До завтра.